Bybit взломали. Атака на пользователей. Защитите себя сейчас. Послушайте, это экстренное видео. Не только Bybit взломали и вывели $1,5 миллиарда в эфириум, но и канал House of Crypto взломали и вывели несколько сотен тысяч долларов. Это сводит с ума, ведь под такую утонченную атаку может попасть любой. Я сам чуть не попался, но защитил себя. Я хочу показать вам, как именно происходит такой взлом, чтобы вы могли защитить свой компьютер, свои криптовалюты, особенно если вы инфлюенсер. Если вы занимаетесь криптовалютами и пишете про них, то вы прямо сейчас под угрозой. Я не преувеличиваю. Вы на канале Крипто.ру. Наша редакция перевела для вас видео, на котором Пол рассказывает про атаку на биржу Bybit и способы, как защитить себя от взлома. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. Мы поговорим об этом, но давайте начнем с Bybit, поскольку кошелек биржи взломали и вывели $1,5 миллиарда. Я уже написал об этом здесь. Продать эфириум будет крайне сложно. Вы не можете просто конвертировать его в USDC или USDT, поскольку монеты заморозят. Биржи уже проверяют адреса. ZAC BTC уже отправляет адреса биржам, чтобы те добавили их в черные списки и так далее. Сумма очень большая. Монеты будет крайне сложно продать на рынке. Я написал этот пост еще до. Я написал его по горячим следам. Это отслеживается. Только после этого я увидел, что ZAC BTC и другие отслеживают транзакции. В лучшем случае хакеры могут вернуть Bybit сумму за вычетом существенной комиссии. А биржа с удовольствием заплатит эту комиссию, поскольку ей нужно заменить украденный эфириум. Если вы руководите биржей и у вас пропало $1,5 миллиарда в эфириум, то вы выкупите этот эфириум, а не оставите его так. Это серьезный взлом, это не шутки. Так что да, на рынках будет паника. У нас был хороший день. Наконец-то эфириум начал расти, а тут бац! Иронично, я знаю, безумие. Но я хочу поговорить с вами, раз уж мы обсуждаем взлом. Вы наверняка уже знаете об этом. Вероятно, вы читали посты в Твиттере, у вас наверняка больше информации, чем у меня. Но я только что посмотрел видео House of Crypto. Он только что выложил ролик «Предупреждение, если у вас есть криптовалюты и вы подписаны на меня, посмотрите прямо сейчас». В данном видео он рассказывает, как у него вывели несколько сотен тысяч долларов. И это было сделано очень хитро. Со мной пытались проделать такое несколько раз. И я чуть не попался, меня чуть не взломали. Есть разные варианты. Вот как это обычно выглядит, ок? Вот стандартная схема. Я прошел несколько уровней кибербезопасности, поэтому я очень осторожен. Но на это может попасться любой. Я знаю, многие думают: «О, House of Crypto попался! Как же так? Он же крипто-ютубер, рассказывает о безопасности». Нет, все было сделано очень тонко. Это не обычные мошенники. Проблема в том, что мы привыкли к низкосортным обманщикам. Из-за этого мы можем стать жертвами более изощренных мошенников, поскольку привыкли к обманам, основанным на глупости. А здесь все немного сложнее. Что касается House of Crypto, то у него запросил интервью, вроде бы новостной канал, международный новостной канал. Он рассказывал о своем пути. У него действительно хотели взять интервью, хотели видеть его в передаче, хотели с ним встретиться. Может, все было не совсем так, как я описываю, но суть такая. Ему прислали ссылку на Zoom. Извините, в Calendly. Он присоединился к звонку. Ему сказали, что сейчас не могут говорить, но перезвонят. И перезвонили. Но когда он зашел в следующий раз, ему предложили авторизироваться в Zoom. Вот что произошло. Он не понял, что случилось. По сути, это была поддельная ссылка на Zoom, замаскированная под настоящую. Кстати, нужно было изучить ее и понять, что она не настоящая. По сути, его пригласили на звонок. Но вот чего я не знал. Когда я получил ссылку на Zoom, то я перепроверил ее и увидел, что она мошенническая. Один раз я даже кликнул по ссылке, но затем увидел кое-что странное. Мне предложили установить Zoom, и я такой: подождите, это ненормально. И я не стал ничего делать. Опять же, даже я, специалист по кибербезопасности, человек, который должен знать, на что обращать внимание, чуть не попался. С ума сойти. Так вот, он присоединился к звонку. Ему задали кучу вопросов. Все выглядело правдоподобно.
А потом его попросили переодеться для фотографий. Для обложки попросили надеть рубашку другого цвета, потому что она плохо контрастировала. Его попросили сменить синюю рубашку на белую. И он пошел переодеваться. Пока он был в другой комнате, он же провел с ними полчаса, был один звонок, потом другой. Все выглядело нормально. Но пока он был в другой комнате, они знали, что делают. Все было профессионально. Он переоделся и вернулся. Я думаю, что пока он был в другой комнате, ему на компьютер установили какую-то хрень. Понятно? Они установили ее, но он не видел, что происходит. Возможно, у него уже была удаленно установленная какая-то программа со ссылкой на Zoom или типа того. Вот что произошло. Они закончили интервью, он ушел спать. Проснулся утром, и все пропало. MetaMask исчез. Его кошелек Phantom был опустошен и так далее. Они не взломали его биржи и электронную почту, поскольку там была двухфакторная аутентификация. А вот Twitter взломали. Я думаю, что там у него не было двухфакторной аутентификации. И, ребят, YubiKeys, ключи безопасности, YubiKeys и отдельный компьютер. Ладно, поговорим об этом позже, потом. Но по сути произошло именно это, понимаете? Он заметил, что его кошельки опустошили, а аккаунт в Твиттере взломали. Не нажимайте ни на какие ссылки в его аккаунте. Не отвечайте на сообщения от его аккаунта. Он взломан, окей? Он взломан. House of Crypto потерял много денег. Это обидно. Он потерял почти 200 тысяч долларов, но если подумать, то эти 200 тысяч могут превратиться в 500 тысяч или даже миллион. Это упущенная выгода. И это так много. Правда, очень много. Ребята из House of Crypto, если вы это смотрите, то я вам искренне сочувствую. Это просто ужасно, настоящий кошмар. Еще один вариант. Я расскажу, как вы сумеете защитить себя от этого. Но еще один вариант – собеседование при приеме на работу. Когда я работал руководителем, мне часто предлагали работу в различных компаниях. Они с вами связываются, все профессионально. Вы проверяете ссылку, все в порядке, как и в случае с новостным каналом и House of Crypto. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть его ролик. Вам на самом деле стоит зайти на этот канал и посмотреть видео, чтобы узнать больше подробностей о случившемся. А потом вам присылают ссылку на Zoom и предложение работы. Еще один вариант. Они говорят, что у них альтернативная платформа, поскольку они не могут использовать Zoom в своей стране, в Азии. Я быстро погуглил и узнал, что это не так. А почему вы не используете VPN? Мне ответили, мы не можем, это политика компании. А я сказал, ну а моя политика — использовать мою ссылку. Вот как я вышел из этой ситуации. Но такое случалось со мной 3 или 4 раза. На меня действительно нацелились. Но даже если бы они проникли в мой компьютер, то все мои криптовалюты не хранятся на этом компьютере. Я храню их на холодных кошельках. У меня есть другой компьютер, так? Я перемещаю свои деньги, поэтому я защищен. Вот вам совет. Хочу дать вам такой совет. Во-первых, установите Malwarebytes. Скачайте бесплатную версию, неважно. Это не VPN. Я говорю о Malwarebytes. Это защитит вас от фишинговых сайтов и тому подобного. Программа бесплатная. Есть и премиум-версия. Оставлю ссылку в описании ниже. И вы можете проапгрейдить ее и получить интегрированный VPN, если у вас еще нет своего. Это первое. Malwarebytes важнее VPN, понятно? Просто имейте это в виду. Я не буду объяснять почему, не буду рассказывать про VPN и то, почему они не защищают вас так, как вы думаете. В другой раз. Мне кажется, я уже снимал ролик на эту тему. В общем, первое, что нужно сделать, установить Malwarebytes. Второе, что нужно сделать, купить второй компьютер. Если можете, купите дешевый компьютер или что-то подобное и используйте его только для криптовалют. Не используйте основной компьютер. Для меня это немного сложнее. Мне нужно использовать кошельки. Иногда я применяю их при создании видео, показываю людям то, что делаю. Но опять же, на этом компьютере у меня немного денег. Большая часть на другом ПК, который не подключен к интернету. И я захожу в интернет только в определенное время, определенным образом. Я очень осторожен. Номер 3. Используйте разные адреса электронной почты для всего, что вы делаете, бирж и так далее. Используйте разные адреса электронной почты. Если на ваш основной адрес или тот, который вы используете, придет письмо, которое окажется мошенническим, поддельным и так далее, то вы поймете, что это подделка, поскольку не указывали этот адрес. Они никак не смогут узнать ваш адрес, если вы будете использовать разные имейлы. Вы сумеете распознать мошенничество. Есть способ добавить что-то в начало вашего основного адреса электронной почты, и тогда у вас будет несколько одинаковых адресов с меняющимся началом. Ок, вы можете это сделать.
Пожалуйста, изучите, как это сделать. Я не буду прямо сейчас обучать вас. Я просто быстро рассказываю вам, на что обратить внимание и что делать. Номер 4. Используйте горячие кошельки, потому что да, мы занимаемся DeFi. Это то, чем занимается House of Crypto. И да, он крупный игрок, у него много криптовалют, большая сумма. Но в целом, вам следует использовать холодные кошельки. У меня их 3. Я применяю их для разделения. Я разделяю все, что хранится на аппаратных кошельках. У меня есть кошелек Tangem, с которым я путешествую, а также куча горячих кошельков и так далее. Я распределяю свои криптовалюты. Теперь вам нужно обзавестись аппаратным кошельком. Например, таким. Это Elipal. Оставлю ссылку на устройство в описании ниже. Итак, у вас есть Elipal. Я сделаю видео о разных устройствах. У вас есть аппаратное устройство. Вы знаете пароль. Если вам надо записать его, то придумайте код, который сумеете запомнить. Есть разные способы. Я не хочу говорить вам, как это сделать, потому что тогда вы, скорее всего, угадаете мои. Но у меня на кошельке пароли из 11-15 слов. Я использую систему, согласно которой запоминаю по цифрам и переставляю их. Если вам нужно записать их, то примените мысленный шифр, где начало и конец будут в разных местах. Таким образом, даже если кто-то найдет пароль, то не сумеет его прочитать. Что касается сид-фразы, то храните ее в банке. Откройте банковский сейф. Знаете, в банках есть такие маленькие сейфы. В банках вооруженная охрана. Она защищает сейфы. Положите туда пароль из 12 или 24 слов. Он вам не понадобится, только если вы действительно, в общем, он вам не понадобится. Даже если вы каждый год проводите аудит и проверяете, все ли на месте. Он не понадобится, потому что вы и так знаете, что все в порядке. У вас есть Ledger Live и другие программы. Поэтому лучше хранить сид-фразу отдельно, желательно в банковском хранилище. Если нет, то храните в другом доме, сейфе и так далее. Можно даже зарисовать сид-фразу, чтобы ее не смогли прочитать, даже если найдут. Это немного параноидально, но тоже вариант. Можно выгравировать ее на металлических пластинах и так далее. Защитите себя. Позаботьтесь о своей безопасности. И не переходите по ссылкам, которые не знаете. Проверяйте все. Учитесь проверять ссылки. Перед кликом по ссылке вы увидите подсказку и видите саму ссылку. Даже если это Zoom или что-то еще, убедитесь, что все проверили. Есть способы замаскировать слова и адреса. Есть способы маскировки. Будьте крайне внимательны и осторожны. Я прошу, призываю вас быть осторожными. На следующей неделе я выпущу видео, в котором покажу свои кошельки и то, что я с ними делаю. Думаю, у меня уже есть видео по кибербезопасности. Оставлю ссылку на него внизу. Пожалуйста, 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 будьте осторожны. Кстати, про Bybit. Им же придется как-то выкупить $1,5 миллиарда, верно? Это краткосрочная волатильность, когда все шло вверх. Это не учтено в цене, но нет другой причины падения. Да, биткоин достиг 99 тысяч. И это было сопротивление, на мой взгляд. Новости просто усилили это, если это имеет смысл. Усилили падение эфириум. В общем, посмотрите это видео. Этот ролик рекомендован YouTube, но как только я выложу видео про кошельки, оно появится здесь. Посмотрите его. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.